Я хочу выпендриваться, я хочу называть себя королевой вселенной, я хочу называть себя режиссеркой. Ты Марину Ивановну не трожь. Как может быть режиссером тот, кого ебут? Мне недавно перестало сниться, что я, значит, какая-то там голая стою посреди школы. Убери от меня свои маленькие грязные ручки, я не твоя мама. Кто ж тебя замуж-то возьмет? Привет. Угостишь меня выпивкой? Ладно, по существу, ты орешь на своих артистов? Блин, я не пью, иди в жопу! Понимаешь? Мочи все живое, не можешь замочить возглавь, не можешь возглавить что-нибудь другое, и сиди оттуда с горы, смотри, как они там черви ползают. Мне говорили: Жень, у тебя проблема. Я такая: нет, захочу, брошу в любую секунду. У тебя просто как бы ничего не остается, кроме бутылки. Блин, а что, так можно было? Ты должна сейчас сделать важную очень вещь. Возможно, это самая важная вещь в твоей жизни, Жень. Так. Ты должна выбрать цвет. Я выбрала. Ты подготовилась? Конечно. Ты что? Светло-серый вот такой. Итак, у нас в гостях режиссер. Ты режиссер или режиссерка? Я режиссерка. А говорить как надо? Как хочешь. Почему? Ну, потому что ты уже знаешь, ты уже в курсе. Если бы ты была не в курсе, как меня представлять, я бы тебе сказала: я режиссерка. Но поскольку ты уже в курсе, то дальше уже ты принимаешь решение, как бы иметь в виду мою просьбу или не иметь в виду. Можешь не иметь. Ну, я тебя прокляну просто. Тихо. Какая принципиальная разница? Знаешь, Кать, еще несколько месяцев назад я бы тебе сейчас прочла лекцию про феминитивы, про видимость женщин в профессии и так далее. Но сейчас, мне кажется, принципиальная разница в том, чтобы просто отстать от человека и не учить его, особенно человека женского пола. И важно мое святое право называть себя так, как я хочу, глупо, нелепо. Я хочу выпендриваться, я хочу называть себя королевой вселенной, я хочу называть себя режиссеркой. Проблема-то в этом, а не в чистоте русского языка и даже не в видимости женщин в профессии, ну, моя. Ну, людям, которые борются за чистоту русского языка, кажется, что режиссерка некрасива. Ну, пусть не называется или не нравятся гей-браки, не выходи замуж за гея. Ну, им кажется, пусть не употребляют это слово, что теперь поделать. Хорошо, по-другому. 100 лет назад Марина Ивановна Цветаева боролась за то, чтобы называли только поэт. Да. Потому что вот эта поэтесса-поэтка, это было уже как-то уничижительно. Во-первых, теперь мы боремся за то, что нас обратно называли авторками. авторками. Говоря, я не очень понимаю, почему нужно делать все, как Марина Ивановна Цветаева. Марина Ивановна Цветаева гениальная... Ты Марину Ивановну не трожь. А я не трожу Марину Ивановну. Про Марину Ивановну все знаю. Марина Ивановна гениальный поэт, это не важно. Писал гениальные стихи, но это не значит, что нужно теперь всем постричься, как Марина Ивановна. Понимаешь, Марина Ивановна стриглась так, как ей нравилось. Ну, давайте теперь все вот это вот все сделаем. Во-первых. Во-вторых, она находилась в совершенно другом контексте. Она находилась во времени, когда слово поэтесса реально имело уничижительный оттенок, когда вообще женщина, пишущая стихи, это там какая-то салонная хренотень, там что-то такое, там, слезы, грезы и так далее. У нее были свои резоны, чтобы настаивать на том, что она не хуже мужчины. Сейчас вот мне, например, совершенно не хочется настаивать на том, что я не хуже мужчины. Мужчина-режиссера, мужчина-поэта, как бы то ни было. Я не верю в то, что кого-то волнует чистота русского языка. Прости, пожалуйста. Никто не устраивает каждый раз километровые срачи под видео или текстом, где написано «я думаю то, что тра-ля-ля». Устраивают. Устраивает? Я не видела ни разу. Хорошо, допустим, если ты напишешь «режиссерка Женя Беркович трахнула осла», то срач будет, по поводу того, что она режиссерка, понимаешь? То есть осла никому не жалко? Никто же не заметит, серьезно. Понимаешь, уже до осла никто просто не дочитает. Вообще. Почему людей это так бесит? 20-летних людей это, по-моему, совершенно не бесит. В массе своей. В основном я сталкивалась с тем, что это бесит, больше мужчин, больше людей. Да? Да, я прям взбесилась. Не стала Татьяны Никоновой, секс-блогер Ки, и журналист Ки, потому что она так себя называла, ей это было важно, она на этом настаивала. Разные паблики, причем, это не НТВ, это, Village, такие дела, еще что-то, опубликовали некрологи.
Под каждым срач. Блогерка – это что такое? Мы даже читать это не будем. Она так себя называла. Ребят, человека нет несколько часов, ее еще не похоронили. Вы серьезно мне будете рассказывать, что вас волнует чистота русского языка? Окей, если вас волнует чистота русского языка, хорошо. Чистота русского языка не может волновать больше, чем какие-то просто базовые человеческие проявления, которые были еще до русского языка. Понимаешь? Поэтому я никогда не успеваю, дорефлексировать. Но мне кажется, что просто вообще не надо выпендриваться. А женщине тем более не надо выпендриваться. Когда человек мне говорит, это же звучит смешно. Да, окей. В чем проблема? Хорошо, звучит смешно. Режиссерка, сколько раз я это читала? Это и спектакли у меня такие, видимо, как у режиссерки. Понятно, все. Если бы мне кто-нибудь написал, видела я ее спектакль, сразу видно режиссерка, у меня бы, может быть, было меньше вопросов. Этот человек был в театре последний раз в 5 классе на елке с культпоходом. В конце концов, ладно, окей, если человек решает, на какой спектакль ему идти или не идти по этим 2 сраным буквам, хорошо, пусть не ходит, его тоже святое право. Меня бесит, как он себя называет, не пойду на ее спектакль. Не ходи. Слушай, а когда у тебя так бомбануло все? Меня бомбануло по мере бесконечного получения всякого более или менее милого или не милого, или очень неприятного троллинга. И я завелась, на самом деле, не потому, что там режиссерка. Мне в целом, правда, хоть Миклуха Маклаем ты меня зови, правда, мне Сейчас Миклуха Маклай обиделся, между прочим, выдающийся человек был. Все, Миклушка Маклайка. Мне, правда, это само по себе, серьезно, я слишком ленивый человек, чтобы как-то из-за этого заводиться. Я завожусь из-за того, что, я могу ходить в футболке, у меня сзади будет написано «плюнь мне в спину». Ты можешь плюнуть мне в спину. Не надо меня заставлять снимать футболку. Моя спина, моя футболка. Как хочу, так и хожу. Это Петербург. Я на пересечении Садовой и Фонтанки, а за моей спиной очень необычный дом. Вот этот рыженький. Его спроектировал один из первых проводников петербургского модерна Василий Шауп. Всего Шауп реализовал больше 80 проектов, но именно этот известен благодаря своей оригинальной форме. Она заметна, если посмотреть на дом с определенного ракурса. В народе он получил прозвище «Дом-утюг», но это не единственное здание такой формы в мире. Вот такой небоскреб, например, стоит на Манхэттене, причем нью-йоркский Flatiron Building начали строить на 10 лет раньше петербургского. Давайте расскажу о том, при чем здесь вообще все эти дома-утюги. Дело в том, что у меня появился новый девайс от Philips. Это умный и мощный парогенератор Philips 9000 с технологией ActiveSense, которая распознает тип ткани с помощью искусственного интеллекта. Работает это так. В подошву утюга встроена камера, которая фиксирует изображение и структуру волокон при глажении и определяет тип ткани. Это позволяет устройству автоматически настраивать индивидуальную температуру и мощность подачи пара для любого материала. Например, как для деликатного шелка, так и для самых плотных тканей, чтобы разглаживать складки всего одним движением. Пар, кстати, подается автоматически, не надо нажимать ни на какие кнопки. Прибор оснащен суперлегким утюгом, который можно долго держать в руках, чтобы отпаривать вертикально. Еще несколько классных опций. Технология быстрого охлаждения подошвы защищает ткань от прожигания и блестящих следов, даже если оставить парогенератор на одежде, пусть такой деликатный, как этот мой шелковый плащ. Оп, ничего не случилось. Благодаря большому резервуару для воды, почти на 2 литра, можно непрерывно гладить до 2 часов. Система очистки от накипи продлевает срок службы, а световой индикатор показывает, когда пора делать чистку. Переходим по ссылке в описании, заказываем парогенератор Philips 9000, а по промокоду «Скажи15» получаем скидку в 15% на все парогенераторы до конца августа. Пожалуйста, мне не нравится с ними разговаривать. Пока, Миша, со своим веником приходи.
чем магия считалки? Почему люди, выходящие с этого спектакля, потом еще рыдают 3 дня? Ну, потому что это самый попсовый, в хорошем смысле, спектакль в мире. Там все так сделано, чтобы люди рыдали еще 3 дня. Там маленькие дети. Ну, во-первых, потрясающий совершенно материал литературный. Я же не сидела такая, надо что-нибудь сделать про грузино-абхазский конфликт. Я знать ничего не знала про грузино-абхазский конфликт. Я в Грузии не была никогда в жизни, и в Абхазии не была. Вот. Просто я выбирала материал, и он мне попался. Я сказала, офигеть, все, хочу это. И, ну, он так сделан, он сделан... Но он сделан тобой вообще. Ну, он сделан мной, да, ну, не только мной сделан, но он вот так сделан, что он вызывает, в общем, определенные эмоции в тех местах, в которых нужно, все сидят. Я люблю такой театр, я люблю, что вот я сама сидела, плакала, до сих пор его смотрю, там есть 2 места, я всегда плачу. Каких? Когда, это спойлер. Когда самолетик летит, самый красивый самолет, да, и все, и там и с бабушкой. Сейчас я заплачу. Когда она кормит бабушку. Давай поедим, Ламара, давай. Бабулечка. Давай, бабулечка. Давай. Давай, открывай рот, открывай. Да, открой! И вот с «Финистом» как раз было по-другому, потому что мы вообще не... подключаться к 2 маленьким девочкам во время войны в Грузии. Все любят Грузию, все любят еще вот этот какой-то колорит прекрасный. И 90-е. У нас не супер молодая обычно аудитория на считалке. Ну, то есть у нас часто приходят школьники или люди, которые, в общем, уже как-то это все застали. Так или иначе. Грузин было много, грузин приходит. Ну, их вообще там фига себе. Нет. Их там рвет не будет. Ну, их там, да, часто рвет. Но бывают реакции, что почему вы так однобоко? Мы говорим, потому что грузинка написала этот текст. Если бы его написал человек из Абхазии, был бы другой бок. В данном случае просто материал грузинский. Хотя ни разу это слово не упоминается. Ни Грузия, ни Абхазия, ни время. Это принципиальная позиция авторки, что какая это война? Какая-то. Сосалка, нинча сосалка. Что ты думаешь, я не видел? Я сам видел, что ты с их мужиком делал на блокпосту. Сосалка, нинча сосалка. Ёжа сосалка! Что ты сказал? Повтори, сопляк! Попытался убежать, но я вцепилась в него. Что ты сказал? Повтори, сопляк! Прежде чем он вернулся, я ударила его коленом. Он согнулся в 3 погибели, потом повалился. Кто сосалка, сука? Кто сосалка? Повтори мне это в лицо. Я еще раз изо всех сил вмазала ему. В какой момент у тебя это началось? Вот ты поступаешь на режиссерский. Ты тогда уже думаешь, ты режиссер или режиссерка? Нет, не думаю. Я вообще, в принципе, поступала на режиссерский. У меня еще какого-то там феминистских таких, очевидно, артикулированных взглядов не было. Я тоже там могла... Ты чего? Я там в 20 лет еще сама бы тебе сейчас рассказала, что вот баба не режиссер, ну, мужчины, они тра-ля-ля. У меня мозг так был промыт. Ты что ж, женщины Кем? вообще... Помимо вообще культуры, еще одним конкретным человеком, который мне несколько лет мыл мозг на тему того, что женщины вообще 2-го сорта существа, не биологические. У тебя был роман с чуваком, который считал... у меня был роман с чуваком, который он говорил, я сексист, и он сейчас так говорит. Да, я сексист, мужчины, женщины разные, женщины, объективно-то они хуже играют в шахматы, всегда будут, они хуже, там, то, все, 5-18. И я такая, да, правильно, что вот на девочек квота. Я в ГИТИС поступала, там квота была. Там 11, не помню, сколько было, там 10 мест на режиссерском. Мастер прям сказал, возьму 3 девочек. У нас в глаза не видел еще до того, как пришли абитуриенты. 3 места, да, у меня. Потом так посмотрел, такой, говорит, нет, 2. Ты такой, нет, все-таки одну девку возьму, что-то. Взял одну. На развод. Не меня, да, на развод. И я как-то так, у меня не было какого-то бешенства по этому поводу. Я сейчас понимаю, что никогда, представляешь, в Швеции, где-нибудь Академия искусства, человек это просто говорит вслух. Подожди, но не считаешь ли ты несправедливым, если берут на курс женщин только потому, что они женщины, а не потому, что они классные? Слушай, это вопрос вот этого самого квотирования, он довольно сложный. Я просто считаю, что он должен начинаться сильно раньше. Прям сильно раньше. То есть я считаю очень правильным, когда, допустим, для 5-летних девочек тратится гораздо больше усилий, чтобы их всячески им объяснить, что футбол и шахматы круто и им надо.
И даже, может быть, как какую-то, ну, то есть, когда там руководитель, не знаю, футбольной студии, секции, не знаю, там чего, специально тратит там силы, деньги, время для того, чтобы у него девочек было не меньше, чем Зачем? мальчиков. Ну, затем, что иначе они на этом уровне начинают отсеиваться, и до взрослого возраста они просто не дойдут. Я тебе как мать. Как мать. У меня 2 мальчика, 2 девочки. Не то, чтобы я как-то специально им выбирала тебе футбол, а тебе, значит, бальные танцы. И ты, что ты хочешь? Тебе человек отвечает, я хочу там туда-то. И вот одна девочка у меня хотела в танцы, а другая девочка хотела в футбол. Они получили ровно то, что они хотели. А почему тренер должен заставлять ребенка или увлекать ребенка, который внезапно хотел рисовать, идти играть в шахматы или в футбол только потому, что у него квота на девочек? Нет, заставлять не надо никого, а увлекать надо, потому что, еще... Ну, если ей не идет. Кать, потому что в среднем, особенно южном, особенно кавказском там типа городе, никто даже спрашивать не будет ребенка, хочет он. Понимаешь, этот Билли Эллиот существует... Ну, тебе скажет мальчик в какой-нибудь нормальной там семье, ну, это я просто знаю, это не предположение, это просто провинциальный там тип семье. Мальчики на дзюдо, девочки в бальнике, понимаешь, все. Есть эти, черт подери, гендерные стереотипы, они есть, они сильные, они лишают людей много чего, и мальчиков танцев тоже. И все-таки, когда у тебя бомбануло? Ну, не знаю, 3 года, наверное, назад. 4. Что случилось? Объем информации какой-то накопился вообще вокруг меня. То есть тебя лично никак не обидели как режиссерку? В каком смысле? Ну, например, мало Женя Беркович. Даже Женя Беркович, очевидно, режиссер, для всех. Ну да. То есть это должен быть парень, режиссер, пришел, поставил, и вот приезжаешь ты, а ты, значит, не совсем да, у меня парень. куча бейджиков с фестиваля Евгений Беркович с разных. То есть, возможно, там где-то тебя обидели? Слушай, да меня не то, что обидели, мне стало надоедать, понимаешь, когда, это накапливается, не то, что меня обидели, хотя ничего плохого в том, что обидеться нет, я не понимаю, это, знаешь, обижаются горничные или что-то там такое. Меня не обидели, просто это очень, это отъедает силы, понимаешь, когда ты ставишь спектакль в театре, и ты немножечко все время должна тратить дополнительные силы для того, чтобы ты приходишь там, допустим, в осветительский цех, и нужно немножко потратить сил, чтобы человек не говорил, смотри, мы здесь повесим приборчик. Я говорю, я знаю, что это профиль называется. Спасибо, я знаю это слово. Я вам сама скажу, что я ненавижу ставить свет. Я ненавижу ставить свет, но я скажу про это. Не надо помолчать. Мы там положим такие вот резиновые коврики, чтобы провода. Понятно, баб, понятно. То есть все время какая-то фоновая, чуть-чуть у тебя отъедает сил при работе с артистами там, мужского пола. Немножко. Мне говорили 3 раза в жизни, типа, как может быть режиссером тот, кого ебут. Но это было 3 раза в жизни, 2 было. Было такое, курица, не птица, вот это все. А все остальное это такой, знаешь, вот этот звук, который вот пока его не выключат, тебе просто не очень хорошо. А потом выключит такой, блин, а что так можно было? Скажи, пожалуйста, с таким феминистическим настроем, и теперь я выступлю в духе всех наших мам и бабушек, кто ж тебя замуж-то возьмет? Не знаю, пока не берут. Если серьезно, стало ли тебе сложнее оказываться в отношениях? Стало ли тебе сложнее получать внимание мужчин? Или как это называется? Заводить романы? Мне не то, что стало, мне всегда было. Это же не то, что я была когда-то, знаешь, такая ла-ла-ла, девочка Мальвина. Подожди, мы только что говорили о том, что было все по-другому. Это просто сформулировалось, артикулировалось, словами сказалось там 3-4 года назад. Когда мне было 15, слово такое феминистка никто не знал 20 лет назад в России. То я не говорила, я в этом смысле я много в чем поменялась, в этом смысле я не очень поменялась. И, это не причина, как сказать... Это 2 причины одного следствия. Я вот такая, поэтому у меня жопа с отношениями всегда была, и, может быть, будет, я не знаю. И поэтому я феминистка артикулированная. Все это в комплексе, и плюс 2 приемных детей. Лишает ли тебя потенциально возможности какой-то еще семьи? Я не знаю. Детей, которых ты можешь родить там замуж. Я могу родить без всякой семьи, в смысле, пойти родить, тоже у меня проблема-то в 21 веке. Я не знаю.
Я бы тоже хотела знать. Ну, ты думаешь об этом? Ну, я, конечно, об этом думаю, но просто думание об этом мне ничего не дает. Если я вдруг... Ну, хорошо, я, значит, вот пойду к своей крестной колдунье, которая сидит и говорит: девочка, девочка, откажись от себя, от своего феминизма, отдай мне свой язык и рыбий хвост, я дам тебе ножки, и у тебя будет там прекрасный принц. Ну, я же не отдам ей язык и ножки. Я не могу это проверить, понимаешь? Я, к сожалению, не могу это никак проверить. Я пыталась, у меня так настолько не получается. Я через полчаса думаю: господи, что я делаю? Что я изображаю? Неорганично, понимаешь, очень. Привет. Угостишь меня выпивкой? Блин, я не пью. Блин, я не пью, иди в жопу! Понимаешь? Я не пью, ты мне не нравишься. Что ты меня смотришь? Не надо, не суй мне свое пальто. Не потому что я феминистка, потому что я маленького роста, мне неудобно. А вот в чем дело. Да, мне правда неудобно. Не люблю, когда мне суют пальто. А как ты оказалась в числе тех, кто делал фестиваль вместе с фондом «Ты не один»? Я оказалась совершенно случайно. Мне позвонила Маша Сихон, Мириам Сихон, и сказала, что вот у меня есть типа приятельница, она ищет режиссеров. Они вот придумали такой фестиваль с другом, они ищут режиссеров, кто бы, значит... Это фестиваль театральный для детей, которые в детских домах Да, находятся. он начинался так. Должны были играть дети, которые из детских домов. Дети, которые играют из детских домов, там 5 режиссеров, каждый едет в свой детский дом, там живет, тусит или рядом где-то живет, тусит, ставит за 2 недели спектакль, потом все это приезжает в Москву, и в течение 5 дней играется, ну и там всякие мастер-классы, что-то там еще. И мы как-то подружились страшно в этот вот быстро. И, собственно, стали думать, а что дальше. И все, но уже стало потихонечку понятно, что надо все-таки менять формат. Например, стало понятно, что это надо делать в форме лагеря. И мы сделали лагерь и взяли туда 35 было детей. Из них 25, ну, примерно было из детских домов и 10 из приемных семей. Подожди, ты до этого никогда в жизни своей не была в сиротском учреждении? Ну, я была очень давно и бессмысленно. Ну, типа подарок привозила детям-сиротам? Не настолько, не настолько вредно, но довольно бесполезно. Ну, что-то я там приходила когда-то, 1000 лет назад, какой-то там что-то там поделать, какой-то театр, ничего из этого не получилось. А тут как бы у тебя было полное погружение, то есть ты с ними жила, то есть ты получалась вожатой, ну, как бы, типа, да? И, да, я уже набирала режиссеров, то есть я сама ничего не ставила. Я там жила, всем этим самым рулила в этом лагере безумном. Сколько детей было на тебе? 35. И ты одна? Нет, там были взрослые, там были режиссеры, и были воспитатели, которые приехали с ними от каждого детского дома. Подожди, и вот, значит, ты ставишь спектакль, а потом хоп, и оказываешься мамой 2 подростков. Да. Если коротко, то да. А если не коротко, что, то есть, вообще довольно вредный путь быть волонтером, а потом стать мамой приемных детей из детского дома. Почему? Почему вредный? Ну, может, я неправильно сказала вредный. Ну, как бы должна быть это профотстраненность. А что, есть какой-то еще... Так нет, я вообще говоря была совершенно профотстранена и абсолютно не собиралась быть никакой там приемной матерью. Я в этом смысле хороший пассажир, я не плачу, мне никого не жалко. Я могу быть... Мне прям норм в этой среде. У меня его бедный там сирот. Я могу страшно беситься и злиться, когда я вижу систему эту поганую, отвратительную. Но я там не сижу, мне так его жалко. Он мне говорит: мама. Я такая: чувак, я знаю, что это твоя адаптационная как бы схема выживания. Ты всех взрослых называешь мамами. Убери от меня свои маленькие грязные ручки, я не твоя мама. Говорю я внутренне себе. Вообще детей не очень люблю. Так. Вот, и совершенно я не собиралась. И мне все говорили, как раз все из этой, значит, сферы говорили: ничего, у тебя ты увидишь, сердечко-то дрогнет еще когда-нибудь на ком-нибудь. Вот я увидела маленькую девочку Киру, сердечко у меня дрогнуло, мозг у меня остался на месте, мы решили поискать ей семью. Нет. Нет. Ты молодая девушка, не замужем, значит, живешь насыщенной, интересной жизнью. Да. Ты режиссерка. Нахрена тебе дети, вот в этот момент? Примерно так, да. Так. И вы решили поискать ей какую-нибудь семью. Да, мы решили поискать ей какую-нибудь семью, она длилась, и таки нашли. Прекрасную семью, прекрасную приемную маму. Собственно, Кирка к ней поехала, а там уже была вторая девочка, тоже приемная. Да, они не сестры, Анька. И там все было хорошо и замечательно, просто мама очень сильно заболела довольно быстро.
И просто нужен был кто-то, кто их... Непонятно было, она поправится, не поправится, как она, в каком виде она выйдет из больницы. Ну, то есть тяжело, по-настоящему тяжело заболела. И для начала надо было, чтобы кто-то быстро вынул из приюта, где они тут же оказались. Просто чтобы они там опять не сидели в этом приюте стрёмном. Нужно было быстренько, чтобы кто-нибудь оформил вот эту временную опеку, которой почти ничего не требуется. Паспорт и осмотр жилья, что не есть куда их привезти. Просто их, чтобы они там какие-то месяцы были не в приюте, а где-то там в квартире, имели связь, потому что ты сидишь в приюте, у тебя нет телефона, ты не понимаешь. Это вообще довольно страшно, когда ты в этой системе проторчал, ты только там как-то начал к дому привыкать, ты опять там, ну, блин. Ну, просто так получилось, что больше было некому. Жень, ну всегда есть кому. Ну, да, наверное. Нет, искать кого-то из знакомых было некому. Искать кого-то опять совсем незнакомого, я все-таки их немножко знала. И нет, конечно, если бы я не имела дела вообще с этой системой раньше, я бы не понимала, насколько, в какой жопе они оказались. Я подумала, надо поискать им, может, еще какой-нибудь. Абсолютно новые люди в этой ситуации для них, это было бы, прям совсем плохо. Совсем-совсем плохо. Меня они хоть как-то знали. Такие, окей, поехали домой. Не устаю повторять, что ученые – это не всегда истории про каких-нибудь сухарей. Например, очень красивая версия появления первого фена. В 1900 году английский конструктор Генри Холлиуэлл, вернувшись домой, обнаружил, что его жена стоит на коленях, засунув голову в печку. Разумеется, он очень испугался, а оказалось, что миссис Холлиуэлл просто сушила голову, чтобы успеть с мужем на ужин во всей красе. На следующий день, придя в свое бюро, Генри Холлиуэлл предложил руководству приступить к разработке какого-нибудь агрегата, который помогал бы женщинам сушить голову. И в 1903 году был запатентован первый фен. Спустя 120 лет я не могу представить себе ни дня без фена. И часто беру его с собой в поездки в другие города, но бывает, что забываю. И тогда срочно нужна замена. И так бывает не только с феном. В CityLink можно быстро найти нужную электронику и оперативно получить свою покупку. Доставляют в будни, выходные и праздничные дни. Почти в каждом городе у CityLink есть свои магазины и пункты выдачи заказов. Здесь огромный выбор товаров во всех категориях. Гаджеты, товары для дома и кухни, товары для красоты и здоровья, товары для автомобилей и даже садовая техника. Переходим по ссылке в описании и делаем выгодные покупки в CityLink. И так-то на ровном месте стала матерью двоих подростков. Да. Ваши ощущения? Мои основные ощущения, что это лучшее решение в моей жизни. В каждый конкретный момент я хочу выйти в окно, убиться кошкой, всех утопить. И, господи, зачем я полез в эти галеры? Но это ерунда, потому что это лучшее решение в моей жизни. Оно изменило меня более чем полностью. Как? Вообще, я выросла. У меня ощущение, что мне было 34 года, мне было 15, а потом в 34 мне стало 34 сразу. То есть просто я стала взрослой. Я была не взрослой, а стала взрослой. Какие ожидания розовые абсолютно рассыпались вдребезги, с чем тебе пришлось столкнуться на стадии становления мамой? Она еще продолжается, эта стадия. Слушай, это... Они тебя мамой-то называют? В третьем лице, да. Они говорят, это наша мама или наша мама, трам-пам-пам. Нет, так они ко мне не обращаются, мама. Они говорят, Женя. Я совершенно не форсирую. Слушай, я 4-я, 5-я мама у каждой. Человек не может тоже, знаешь, маму менять, как перчатки. Это такой процесс постепенный. У меня, знаешь, это... Сначала ты страшно переживаешь, когда ты понимаешь, что твои дети не прочтут Достоевского, потом ты страшно... Они не прочтут Достоевского? Неизвестно. Потом ты страшно переживаешь, что твои дети не прочтут Карлсона, а потом ты страшно переживаешь, что твои дети не прочтут надпись на бутылке с твоим шампунем за 8 тысяч, и снова им, помоют ванну. Ожидание просто... Это путь к снижению ожиданий и к абсолютному, к такому дзену. Ничего. Это что, я хотела в них за первые, 3 месяца впихать вообще все.
математика. Я рыдала на какой-то комиссии, ребенок не знает, сколько дней в неделе. Это сколько лет было ребенку? Ну, вот год назад это было, там, 14 исполнилось, что такое. Как это, с кем мы воевали во время Второй мировой? Мы же только что посмотрели, иди смотри. И обсудили все, что можно про Холокост. А она говорит, русские воевали с русскими, просто одни русские были плохие, другие хорошие. Чего ко мне Ну, а что, в пристали? фильме все по-русски-то говорят? Ну, да. А как бы человек до, там, 13 лет, в принципе, не знал, что есть разные страны, в которых говорят на разных языках. Вообще концепции такой не было. В этом году вы с Кирой совершили путешествие, вы поехали искать ее кровную семью. Да. Чья это была инициатива? Мы поехали не искать ее кровную семью, мы поехали искать хоть какие-нибудь сведения про ее кровную маму. У нас было немножко информации, спасибо нашей опеке прекрасной, потрясающей, самый лучший, правда. Вот прям, куда посмотреть, где камера? Лидия Юрьевна, я люблю вас. Правда, нам ужасно повезло. Мне же ужасно везет. Правда, прям везет на людей. Опека у нас прям офигенная. Они сами по собственному почину там сделали, нашли, там раскопали какие-то данные в ее личном деле, сделали там запрос в МВД, посмотрели, сказали, что ну вот нет ее уже. И мы знали, когда ее не стало. Давно? Все. Да, давно. В 2011 году, 10 лет назад. То есть Кирке 5 было. Почти 5. Ну и ей очень это важно, как любому человеку это очень важно. Ну, человек не может жить без корней, человек не может жить в пустоте. То есть вы ехали к мертвой маме в гости? Ну, мы ехали что-то еще попробовать узнать. Мы ехали зайти в ЗАГС, который выдал там все эти документы, попробовать выяснить причину смерти, попробовать хоть что-нибудь выяснить. Ну, чтобы не сидеть и не с ума не сходить. Очень хотели попробовать найти могилу, что было практически нереально. Как ты ее найдешь? Никак. Вот. А выяснили гораздо больше, чем планировали. Ну что, готова к путешествию? Да, готова. У нас есть свидетельство о смерти кровной матери. Нам нужно получить документы, на основании которых было выдано свидетельство о смерти, медицинские. Кровная мать умерла в 2011 году, и свидетельство о смерти у нас есть. Нам нужно найти какие-то документы, на основании чего оно было выдано. Вот все, что можно. Смысл в том, чтобы выяснить хотя бы что-то про маму ребенка. Все нормально. Ура! Уже не тупик. Мы идем оплачивать квитанцию. Сбербанк. Зачем? Для того, чтобы нам выдали информацию в ЗАГСе о причинах смерти. Успехи. Отлично. Так, значит, мы постучались, нам открыла женщина. Здрасте, Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, а вот у вас была дочь, значит, Светлана Семеновна. Она сразу такая, да, она там все. Вот. Такие пряники, прикинь. Пряники, да. Даже мы не спрашивали, мы просто сказали, ну мы так, знаешь, ну мы Кире скажем, что вы там это, она говорит, скажите, что я его очень люблю. И что, ну, типа, я все время, какое счастье, какое счастье, какое счастье. Вот так. Князьков, Зайцева, Захарычева, Гладков, Надежкин, не успеваю так быстро читать, Агапов,
Может быть, там по тому ряду какому-нибудь следующий. Вперед. Хочешь, можешь одна посидеть? Да. Что из того, что вы выяснили, ты можешь рассказать? Потому что я понимаю, что это не то, что это не вопрос твоей открытости, да, это вопрос Можно Кирины. я котика позову? Ну, позови. Нельзя позвать котика? Можно, если она может. Да. Кира! Привет. Я Катя, здрасте, мы с тобой где-то виделись уже. Наверное. Так, Да. становись к Жене. Я просто хочу, чтобы Смотри, просто Катя расспрашивает, как мы съездили в Нижний. Что из этого можно рассказывать? Что можно рассказывать? Вот скажи мне, про что можно рассказывать, ну, что люди чужие посмотрят. Про что нельзя, я помню. Ну, Кого мы там нашли, можно рассказывать? Да. Нашли бабушку Кирину. да. Ты с ней мамину познакомилась? маму. Нет. Но я с ней не виделась. Не видела. Я с ней познакомилась, мы не знаем, мы пошли на разведку, то есть мы еще знали адрес, пошли на разведку, мы не знали, что мы там встретим, но она не захотела с Кирой сейчас встречаться, потому что она была в таком шоке, она говорит, я боюсь, ну, я не знаю, у меня сердце остановится. А ты хочешь встретиться? Я хочу, но бабушка не готова. Ну, то есть ты готова подождать, когда Да. она будет готова? Тебе было бы важно ее увидеть. Ну да. У нас есть ее контакты, мы поздравим ее на Новый год и посмотрим, что как будет, если раньше не появится. Вот, мы нашли могилу мамину, но она уже... Ты там была? сказала. Да, это было. Да. Тебе это было важно? Да. Да. Еще мы выяснили, можно я скажу, моя любимая Да. Кира Юрьевна, что у нас не Кира Юрьевна, у нас Я Кира... Магомедовна. Кира Магомедовна, слушай. Фамилию папину не знаем, да, но Магомедовна. Понятно. Вот, дагестанский был. Ну, Дагестан – это непонятно какая там этническая принадлежность, но тем не менее какой-то был. То есть ты была инициатором поездки или Женя была инициатором? Я. А зачем тебе это нужно было? Ну, узнать про своих родных. Я вообще про них ничего не знала. Про папу, про бабушку, про дедушку ничего не знала. Вот. И они мне обещали, ну вот и съездили. Тебе легче стало после того, как вы Да. съездили? Честно? Да. То есть теперь у тебя план поздравить бабушку на Новый год? Да. Она, представляете, когда у бабушки день рождения? А у моей бабушки день рождения 22 января, Она все помнит. а у дедушки Всё. 2 февраля. А ты сейчас все выяснила и запомнила? Да. Она всегда это вообще запоминает. Ну да, чего такого? Что на феминизм говорит о том, что можно дарить цветы мужчинам? Ну да, буду говорить. Если я правильно понимаю, то ко всем прочим твоим бедам, в момент, когда ты берешь девочек, ты пьешь. Да. То есть ты такой, ну, не то, что ты-то в канаве, но ты в 3 шагах от канавы. Ты глубоко пьющий человек. Ну, каждого своя канава. Вот по меркам вот моей канавы я уже, да, где-то там недалеко. Ну, это, наверное, не буквальная канава, но вот... Ну, сколько ты пила и как часто ты пила? Я пила каждый день. Не очень много и маленькое, в меня не очень много влезает. Ну, то есть вопрос не сколько, а что каждый день и почти каждый день, ну, типа, чтобы напиться. Иногда утром. Ну, много. Ну, для меня много. Это стало влиять на все. Вот. Как это влияло на твои отношения с девочками? Это не очень долго влияло на мои отношения с девочками, потому что девочки так, ну, формально, они у меня, ну, почти 2 года с июня, так вот семейная уже такая семья началась типа с сентября. Через 3 месяца я перестала пить совсем, поэтому это не успело как-то, слава богу, сильно повлиять. Ну, я просто чуть с ума не сошла и не сдохла, потому что это, правда, невозможно совмещать. Ну, ты просто долбанешься головой. То есть алкоголизм и материнство оказались несовместимыми для Ну, в тебя? моем случае нет. Ну, вообще алкоголизм мало с чем совместим, кроме алкоголизма. Понимаешь, тут в этом-то проблема, что у тебя просто как бы ничего не остается, кроме бутылки. Ну, если ты алкоголик, а я алкоголик.
Вот. Как ты себе в этом признался? Какой был момент, когда ты себе сказал: я алкоголик? Ну, слушай, довольно давно, но это просто было настолько очевидно. Там, знаешь, мне не потребовалось какого-то, знаешь, как-то вот... Мне говорили: Жень, у тебя проблема. Я такая: нет, захочу, брошу в любую секунду. Ну, понятно было. Я, дофига пью. И мне это важно. И это, там вот эти все признаки, вот они у меня все были. У меня похмелье, мне очень плохо. Мне все время либо очень плохо, либо я уже накатила. Там пару часов зазора остается, когда там можно что-то сделать. И что ты сделала, когда ты себе призналась? Это ж, наверное, не очень просто. Хоп, и еще перестал. года полтора продолжала пить. С тем, что надо завязывать. Надо. Завяжу с понедельника. Потом перестала. Сходила он тебе на этот эфир. Знаешь, как страшно было вообще. Страшно было? Я такая иду, думаю, там будет какой-то клуб там неанонимных, всяких разных зависимых людей. И тут все такие хорошие, молодцы. Все рассказывают, какие не молодцы, либо какие они профессионалы. И я одна такая... Ты там сказала: я Женя Беркович, мне 35 лет, и 34 года, и я алкоголик. Я сталкиваюсь с зависимостью прямо сейчас и довольно давно. Я считаю себя зависимым человеком. Это подтвердили парочка хороших наркологов и психиатров. Так сказала. Что мне еще надо было сказать? И ты в тот же день бросила? Я через неделю где-то бросила. Я не помню, какое там было число. Это было какое-то конец декабря. Нет, через пару. Я сразу после праздников бросила. Все-таки на праздники ты... Девчонки уехали в лагерь, я вообще тут эй! И я до панической атаки первой в моей жизни. Просто было очень страшно, я еще испугалась сверху. Прям испугалась вообще. Это, неприятная фигня. Я просто утром проснулась и такая думаю... Я уже походила к всяким наркологам, я уже начала с психотерапевтом работать. И все время такая: надо найти, будет вот как-то ресурс, найти способ. И я просто просыпаюсь, понимаешь, я никогда не найду подходящего момента, не будет. Подходящий момент сейчас. Единственный способ не пить – это не пить. Как у девочек вообще складывались отношения с алкоголем? То есть запах алкоголя? Плохо складывались. Правильно, я не знаю, она никогда не говорила, по крайней мере, про это. А Кира прям, у нее плохо складывались в жизни отношения с алкоголем. И для нее это признак опасности. Алкоголь. Да, и она видит еще очень. Она, как люди, которые жили рядом с агрессивными алкоголиками, она жила рядом с агрессивными алкоголиками. В детском доме? Нет, в другой период. Она не все время была в детском доме, но про это я точно не хочу рассказывать. Было и такое в ее жизни, и для нее, во-первых, она сразу видит, как дети отцов алкоголиков видят сразу, что оп, это все прям 1000. И запах, и поведение, и у тебя же, все меняется. И я становлюсь добрым батей как раз. Я как раз такая: о, девчонки, а что, может, киношка с вами, а что, как школа? Да я в жопу эту школу, давайте. А ей все равно очень страшно. Потому что это не я. Это взрослый меняется. Вместо него появляется какой-то другой взрослый. Не твой, и он может что угодно сделать. Поэтому, это тоже важно было, правда, важно. Какого хрена? В конце концов, я хочу от людей, чтобы они какие-то такие вещи тяжелейшие проделывали, а я при этом взрослый, благополучный человек, что, не бухать не могу? Могу. Что я тогда могу от них хотеть, если я не могу? Тебе было тяжело? Нет. Это оказалось гораздо легче, чем мне казалось. Вообще не было. Мне кажется, кстати, что вот эта судьба, приемных матерей-одиночек, она помимо того, что это довольно ответственное мероприятие, оно еще всегда очень рискованное с точки зрения того, насколько ты бережно должна относиться к своей жизни. Потому что если с тобой что-то случится, это не история, детей, у которых есть бабушки, дедушки, кто угодно, которых, во-первых, быстро все узнают, а во-вторых, быстро куда-то заберут. А это история детей, у которых никого нет, и еще непонятно, кто и как узнает. И все эти истории про мам, которые умерли и погибли. В больницу, потому что 3-4-летний ребенок или ребенок-инвалид, остался один, они меня всегда абсолютно выводят из состояния равновесия. Знаешь, вот это у меня... Ты не думаешь об этом, да? Думаю, конечно. Слушай, нет, я, конечно, думаю. Я, правда, просто не думаю, что я сейчас что-нибудь там внезапно помру.
Но у меня нет такого. Ну, типа, ну, кирпич, ну, упадет, я не знаю. Может, упадет. Нет, меня страшно бесит, что я на митинги не могу ходить. Я боюсь. Я впервые в жизни прям боюсь. Ну, я хожу все равно, ну, так, типа, краешком, там, чтобы меня посчитали. Что мне становится совсем невыносимо в последнее. Я думаю, ну, я пойду погуляю, я полчасика мимо пройду, постою. Все, хотя бы меня посчитали. Потому что если ты идешь на митинг и тебя принимают, то девки остаются... Если я иду на митинг, и меня принимают, и эту информацию получает опека, а это довольно вероятно. Ну, не говоря уже о том, что если девки окажутся на митинге, ну, они, я надеюсь, не окажутся, то это просто все, их отберут нафиг и все. Во всех опеках лежат сейчас эти распоряжения, типа, следите за вашими подопечными. Если приемных, там, ну, подопечных подростков выловят на каком-нибудь митинге, их просто заберут к хренам собачьим. Да ты что? Да, есть эти распоряжения. Это не какой-то супер... Я сейчас не подвожу никого, потому что это во всей вот этой приемной среде все форумы этим наводнены были всю зиму. То есть получается, что ты их здесь воспитываешь, выращиваешь, не знаю, как вы с ними говорите об одном, но по факту ни ты, ни они не могут делать то, что продиктовано вашей гражданской позицией. Ну, типа того, нет. Ну, им пока и не надо ходить ни на какие митинги, мы про это как раз говорим, потому что у них нет никакой собственной позиции, они пока повторяют за мной. А я, например, считаю, что если человек даже очень правильные вещи повторяет за кем-то, не надо, ну, делать вид, что это его. Не надо. Вот отрастят собственную гражданскую позицию, настоящую, тогда пойдут. Ну, я не смогу их дома запереть и не буду. Я могу говорить про риски, тогда смогу, но запрещать не смогу. Сейчас я, ну как сказать... Ну, это нечестно, не надо ходить на митинг, если ты типа за мамой повторяешь. Стало ли тебе легче или тяжелее работать после того, как ты завязала с алкоголем? Потому что в среде творческих людей принято считать, что все-таки у творческого человека должен быть выхлоп. Да, что ты должен прийти домой и что-то с собой такое сделать, чтобы у тебя был приход. Ну, чтобы у тебя был выход. Или приход. Ну, что-то. Или приход. Не знаю, у меня никогда не было приходов. Когда я бухала, мне это никак не помогало. Ну, то есть это помогало именно как бы перестать бояться и расслабиться. То есть цапля блока, она должна как-то прилететь на фоне какого-то допинга. Чего цапля? Короче, блоку прилетала цапля. Извините. Это легенда. Цапля блока. Слушай, да, ну, любому человеку... Слушай, у нас не самая сложная работа тоже, знаешь. Вот... А эмоциональное напряжение, творческие силы, Я не творческие знаю, когда муки. ты 16 часов стоишь, делаешь нейрохирургическую операцию, мне кажется, что у тебя там все гораздо сложнее. Это я не кокетничаю, ну, блин, правда, серьезно. Там есть, бывают работы и потяжелее, честно сказать. Я в ванне лежу теперь часами. Но почему люди творческих профессий бухают или становятся наркоманами? Потому что так в культуре уже принято. Видала я культуры там, в Дании, где совершенно не все люди творческих профессий бухают и становятся наркоманами. И много где, особенно артисты, потому что артист понимает, что это его инструмент, это его аппарат, там, его тело, его психика, его голос, его вменяемость, его умение быстро. Если ты бесконечно дуешь, то ты теряешь память и реакцию. Ну, просто так химически происходит. Первое, что с тобой происходит, ты теряешь память и реакцию. Так хрена кому нужен артист, который ничего не помнит и смеется через 5 минут после шутки в кадре или там на сцене. И ничего не соображает, и все время такой расслабленный. Это культура определенная. Это тоже, кстати, меняется на самом деле. Вот эти вот артисты, которые бесконечно пойдем, старик, значит. Ну, мне кажется, что вот ребята там, артисты, которым сейчас 20-25, у них этого меньше. Кать, ну если у тебя 8 кастингов в неделю, ты не будешь всю неделю эту бухать водку по бутылке, потому что я художник, потому что ты не пройдешь просто ни один кастинг. Ты придешь с перегаром, тебе скажут, и такое немножко, тебе скажут, извините, Иван Иванович. Потому что Петр Петрович пришел после йоги. Ну или просто выспался и подготовился. А как вот у этих артистов решается вопрос с насыщенной эмоциональной и личной жизнью в театре? Ведь мы привыкли к тому, что в театре у всех со всеми роман. И на съемочной площадке тоже.
Я про съемочную площадку, честно сказать, не знаю, потому что я с кино не работаю, к сожалению, совсем и с телеком. Хочу, но пока нет. В театре это на самом деле тоже связано вот с этой системой государственных репертуарных театров. Когда это твой дом, ты пришел, положила трудовую книжку в 20, там, не знаю, 4 года, и 50 лет там сидишь. Ну, у тебя ты за это время там 3 раза поженишься, разведешься, родишься со всеми. Это когда у тебя... Вот просто поверь, в театре, в русском репертуарном, сценарном, государственном, академическом, драматическом, такая дремучая жопа происходит десятилетиями, что пока мы дойдем до того, что кто-то кому-то улыбнулся, ему съездили по морде, там еще вот 280 вот кругов ада с ролями на диване, с хлопаньями по жопе, с публичным обсуждением и непубличным «что-то ты разожралась, мать», с чем угодно и с чем угодно. Там просто вот 28 этажей. Да, мы поднимемся до 2-го, на котором улыбнулся и получил по морде. Тогда обсудим. Ну, очень плохо с этим все. Вот, очень долго с этим в театре было все очень плохо. Сейчас, наверное, немножко лучше, но мы там все еще на 20. А почему в театре именно с этим было очень плохо? Потому что театр – это страшно консервативная, ужасно инертная, очень патриархальная, очень неповоротливая структура, в которой очень много построено на несвободе и небезопасности. Как связаны, там мало свободы и мало безопасности. Это связаны друг с другом вещи. И очень много подчинений, очень много насилия и очень много зависимости. И это довольно закрытая структура. То есть все это прекрасная, теплая, биологически удачная среда для того, чтобы там росла всякая дрянь. В театральной стезе ты сталкивалась с харассментом? Нет. Нет. Ну, я так бодро отвечаю, потому что я про это думала. Не сталкивалась. Я лично, в смысле, меня мне кажется, наверное, в взрослом возрасте. В детском сталкивалась и в юном. Это когда? Ну, вот студия театра. Театральная студия? Да. Там тогда А уже начиная... А что там было? Хочу ли я про это рассказывать? Ну, я, наверное, хочу про это рассказывать. Но сначала это был... Не был формально педагогом, но он был педагогом. Ему было 25, мне было 13. Это был человек, про которого, в общем-то, все знали, что он приходует маленьких девочек. Ну, маленьких девочек, 11, 12, 13 лет. Маленьких девочек. Приходует, в смысле, спит с ними? Насилует их? Что Нет. Всячески харасит. И во многих случаях дохарасивается до некоторого там романа, отношений, сексуальных отношений. Прям... всяких разных сексуальных отношений. В 11 лет? В 11-12, да. Причем делать довольно открыто. Ну, все, в общем, нельзя говорить все. Многие об этом знали, из взрослых в том числе. Многие. Про всех не могу сказать. Там были и есть, безусловно, очень хорошие, адекватные, профессиональные педагоги. Но многие знали. Ну, и вот я там тоже была среди них. Типа год это длилось. У тебя были с ним отношения? Да. А взрослые что? Ничего. А тебе было сколько лет? 13. И как ты из этих отношений выходила? Ты знаешь, я его бросила. Я понимаю, что это хрень какая-то. Я сейчас думаю, фига вообще нормальная была, блин. А ты говоришь, что у тебя было тяжелое детство. Ну, слушай, у меня было прекрасное, счастливое детство. И ты его бросила? Да. Потому что ты понимала, что он... Как это называется? Ну, насильник? А он не был насильник. Ну, в смысле, формально он не был насильник. Потому что когда человеку 13 лет, а мужчине 25, это... Ну, типа... Преступление, это преступление уголовное, вообще-то говоря. Не просто так уголовное. Это неравные отношения. В них не может быть... как сказать, ты не можешь получить информированное согласие до секса от 13-летней девочки, если тебе 25-26, ты в 2 раза старше. Это нельзя считать информированным согласием. Ну, какого-то очень пьяного человека там, понимаешь, получить. Это стало травмой? Или это там некие... Наверное, я думаю, наверное, стало. Что мы называем травмой. Травма, да, то, с чем ты дальше живешь, и да, это влияет то, чем... и стало. искажает твои дальнейшие отношения. Да, стало. Ты его ненавидишь теперь? Нет. Ты что-то сделала для того, чтобы он понес наказание или больше никогда не делал этого? Мало сделала. Ну, слушай, там за меня сделали, опять же, потому что время поменялось, и, насколько я знаю,
время поменялось, и это стало просто невозможно. Ну, то есть там он не работает больше в этом месте, и, кажется, так больше себя не ведет и в других местах тоже. Насколько я знаю. Просто время, правда, поменялось. Ну, сейчас просто так уже не прокатывает. Ну, так уже нельзя сделать. Это очень правильно, это очень круто, что меняется, среда. Потому что отдельные мерзавцы, или какие-то не очень здоровые люди, они были там, есть и будут. А что им можно и чего нельзя, вот это меняет среда и общественное это самое представление о правильном или неправильном. Какие-то сальные рукосуи и курощупы, они, наверное, всегда там были и есть и будут. Но может он рукощупать у всех на глазах, а все таки это же он, Иван, мы же знаем, слушай, каждый раз по морде бить, так, знаешь, руку отобьешь. Или нет, просто нет, так не надо делать. Это важно, ужасно. Что ты будешь рассказывать своим детям, а у тебя 2 дочки, Да. о их праве на свое тело и о том, как они должны и с кем они должны вступать в сексуальные отношения, а с кем нет? И каким образом? Какие-то самые, пока что, слушай, они пока прям ляльки еще маленькие. Они уже старше тебя, которая, по твоим словам, вступила в отношения с чуваком из театральной студии. Мне сложно, потому что девчонки, они позже вообще, в принципе, с ними кто-нибудь про это заговорил, и они, маленькие, они еще пока получают свое малышовое детство, которое у них было. Понимаешь, с одной стороны, мне с ними уже надо, и я пытаюсь говорить про презервативы, а с другой стороны, меня не так давно девчонка попросила ее с ложки покормить. Понимаешь? Вот это особенность приемных подростков. И у них все и 3, и 15 одновременно бегаешь. Но я стараюсь очень, я их отлавливаю и разговариваю превентивно. Слушай, Кира тут пришла недавно, притащила откуда-то. Ой, угадай загадку. Когда нет, это да. Я уже такая, так, Говорит, когда мальчик целует девочку, а она ему говорит, нет, но на самом деле... Дальше просто мать драконов, Дракарис. Я, просто пролетела 20 кругов, мне кажется, над квартирой, пылевая, потом, опустилась, так отряхнула крылья, сказала, а теперь давай поговорим, мать. Она уже очень сильно к этому моменту испугалась, просто такая, что? Не так сделать. Так не надо делать, надо сидеть, дорогая, давай поговорим. Но я не успела просто. И что ты ей сказала-то в итоге? Что нужно говорить? То и сказала, что нет, значит нет, что ты в том числе тоже отвечаешь за это нет. И если ты сказала человеку нет, а он сказал такой, нет, так нет. И ушел, то не надо потом, я имел в виду, да, но это тоже и твоя ответственность в том числе. Никто не имеет права трогать без твоего разрешения, а пока что и вообще не имеет права трогать, кроме врача и меня, и я спрошу. Ты поступала сразу на режиссерский? Я поступала, сразу, что значит сразу? То есть ты хотела быть режиссером? Тогда я еще хотела быть режиссером, можешь не мучиться. То есть ты хотела быть режиссером? Фу, слава богу, хорошо, так. Я хотела быть режиссером, лет с 11. Да. Это странное желание для красивой девочки, согласись. Слушай, во-первых, никогда не была красивой девочкой. И не то чтобы сейчас, понимаешь, как Джина Лалаберджида, тогда я совершенно не была никакой красивой девочкой, уж по меркам некого стандарта. Я не хотела быть актрисой, я и не хотела, не то что некрасивой. Это как-то связано, наверное, но у меня мысли такой не было. Я играла в театральной студии, но совершенно не хотела быть актрисой, хотела быть режиссером. Чтобы что? Чтобы спектакли делать. Нет. Слушай, потому что, чтобы что? Чтобы компенсировать то, что я некрасивая девочка, и при этом с довольно буйным характером, которая, понимаешь, мочи все живое, не можешь замочить, возглавь, не можешь возглавить что-нибудь другое, и сиди оттуда с горы, смотри, как они там черви ползают. Чтобы это компенсировать, вероятно. Наверное. Ты выбрала курс Серебренникова. Я сильно не сразу выбрала курс Серебренникова. Я сначала отучилась в Питере на театроведа-менеджеров. Сейчас это продюсерский называется. Потом поехала сразу, защищала диплом, поехала поступать в ГИТИС. В ГИТИС меня не взяли. Я еще год в Питере пробыла, что-то там поделала, поставила, попробовала. И через год поехала с тем, что если я не поступлю, значит, просто мне не надо. И поступила уже к Кириллу. Но ты шла ты понимала, что это Серебренников? Нет. Нет?
Слушай, ну это смешно на самом деле, потому что я была супер просто хорошая, правильная девочка. Я вообще вот это все не знала и не поняла ничего про современное искусство, потому что я понимала, мне не нравилось, я была староста курса, я не смотрела вот это вот все, вот эту вот гадость. Я истерила, я помню, я выкинула в туалет. Где раздеваются? Где раздеваются, где вот на нашей... Блин, у меня какой-то кармический долг. Я пришла с Любой Стрижак, прекрасной драматургом, драматургиней, учились на одном курсе там, в Питере. И пошли, это уже был какой-нибудь курс 4. Кирилл привез в БДТ «Человека-подушку», мы на нее пошли. Я вообще в театр не ходила, я ничего не знала, ничего не понимала. Но ты хотела быть режиссером. Я хотела быть режиссером, но я была такой довольно... Ну, как бы я сидела в театральной студии 12 лет и нос оттуда не высовывала. И мы туда пришли, и я прям истерику устроила, что это на сцене, где творил Товстоногов, где Володина ставили в нашем городе, какая-то, значит, ужас, кошмар, как это все можно. Порнография! Порнография вообще. Я уйду, это невыносимо. И ты ушла? Нет, я не ушла, потому что меня изловила в фойе профессор Дымникова, которая вот у нас преподавала. Раза в 3 на тот момент старше меня, уже, ну, как я сейчас понимаю, уже довольно там тяжело больной человек, очень такая, которая наорала на меня так, что какого хрена тебе там 20, не знаю, сколько мне было, 21, например, года, как ты вообще, когда ты будешь что-то новое, блин, смотри, если не сейчас, старое пердунья сейчас, то что ты будешь делать? И потом быстро, значит, куртку обратно сдала, пошла, села и досмотрела. Тебе, может, нравится, тебе, может, не нравится, но что ты тут? Я пошла, типа, досмотрела. Что не поняла? В ЖЖ какая-то гадость написала, мне кажется. Ну, я же умная, я же, да. Вот, ну и типа там через... Ну, слушай, я, правда, там были какие-то свои личные причины мне хотеть именно на этот курс, да, про который я не буду рассказывать. С Кириллом не связанные с совершенно другими людьми. У меня тут был свой интерес в этой мастерской. Но, помимо всего прочего, я, видимо, как-то ужасно задолбалась быть хорошей, правильной девочкой. И мне все так еще отговаривали, ну куда ты пойдешь, к этому дилетанту, они там с голыми жопами, чему тебя там научат, иди в ГИТИС, там школа. Я как-то, видимо, разозлилась. Ну, как-то, ну, сколько можно? Ну, что я, правда, всю жизнь буду хорошей девочкой, старосты курса, ну, пойду сделаю хрень какую-нибудь. И я понимаю, что здесь что-то ужасно, ну, правда, что это здесь интересно. Я ничего не понимала, никакое современное искусство. Первый этюд я показывала с голыми сиськами в трусах, просто потому что, господи, надо что-то такое показать, современное. То есть ты сама стояла с голыми да, сиськами я в трусах? стояла, я вылезала из черного мусорного пакета, у меня были связаны руки, я, значит, такая решила перформанс, такая акция, я вылезала, надо мной стоял какой-то артист, играл на скрипке. Это, конечно, была история про какую-то изнасилованную женщину, которую, значит, видит в посмертном видении каких-то своих мучителей. А Кирилл что сказал? Молодец, сказал, да? за намерение. Ну, как бы, по-моему, это была единственная работа, за там, не знаю, на ближайшие года 2, за которые меня там хоть как-то похвалили. Ну, типа такие, ну человек что-то попробовал, по крайней мере. Вот, значит, развитие твоей карьеры от школы-студии МХАТ до боярских палат. Да, Мы сейчас пойдем недалеко. по прямой, так сказать, твоей карьеры. О, видишь, как я... Ну, там были круги Нягань, Нижневартовск, Самара, Екатеринбург, знаешь ли, промежутки, что там еще Тольятти. Про независимый театр. Насколько он вообще сейчас в России существует? Он существует. Ему трудно, но он существует, и он прям растет, и он вообще... Только про него хочется говорить. А как он выглядит? Ну, то есть люди, кто ходит в театр? В театр ходят те, кто его очень сильно любит, и приезжие, правильно? В Москве? Да. Ну, разные люди ходят в театр. Слушай, ну, независимые театральные проекты, они все-таки... То есть туда не ходит, мне кажется, никто. Почему нет? Туда дофига кто ходит. Слушай, ну, независимые театральные проекты все-таки больше ходит условная молодежь. Ага. Ну, вот такие вот. Как... Условная молодежь – это кто? Ну, студенты всякие молодые, ну, там, какие-нибудь там специалисты Яндекса. Ну, у всех аудитории тоже разные. Студенты, специалисты Яндекса. Ну, как это, молодые, перспективные ребята. Ради чего вы работаете? Вы работаете, это все-таки коммерчески как-то выгодно? Или вы работаете только за идею и из любви к театру? Нет, мы не работаем за идею из любви к театру. Это принципиальная как раз позиция и моя, и нашего классненького директора Шуры.
Мы платим обязательно артисткам и команде, тем, кто идет в спектакль, там, скажем, в рынке. Вот, то есть они получают за спектакль, ну, примерно столько, сколько бы они получили, там, допустим, в своем театре там, за выход. Нормально. Ну, на это нельзя жить, просто потому что мы не очень много играем. То есть, если бы мы много играли, на это, ну, они бы получали как бы зарплату. Вот. И нам, правда, вечно достается деньги всем, кроме нас с Сашей. Потому что мы все поделим. И каждый раз, Зоя говорит, так, все, я все. Он считал дотошный уже. Говорит, я все посчитал. Вот сейчас мы продали билеты, мы выходим в ноль. Я говорю, в ноль это как обычно без нас? Ну да. Ну ладно, окей. Ну вот наши боярские палаты, в которых ты оказалась, поставив дочерей Сосо за 40 тысяч рублей. Поставив считалку. Мы тогда еще не были никакими дочерьми Сосо. Спектакль считалку. Считалку вы поставили за 40 тысяч рублей? Да. И где вы их взяли 40 тысяч рублей? Нам дал их прекрасный продюсер Паша Михайлов и его независимая театральная компания. А вот и Паша. Питерская театральная тусовка. Привет, Паша. Это Паша, который дал 40 тысяч рублей 40 на считалку. у нас был бюджет, да? 40. Вот. Но главное, что он дал мне пинка, чтобы я уже ее сделала, эту считалку. Это как пинок выглядел? Ходил и говорил, Жень, ты обещала. Давай. Ничего бы я не сделала, сидела в тоске, говорю, не хочу. Вот он, Дягилев наших дней. Следом за считалкой ты выпускаешь «Финистесный сокол». Да. И это уже вообще другая история. Ну, да. Эта история, она тоже связана с национальным вопросом. Ну, Косвенно. Косвенно, да. Но эта история уже на грани. На грани чего? Ну, политического и национального вопроса. Это история о том, как девочек вербуют в ИГИЛ. Да. Ну, национальный вопрос не очень в данном случае имеет значение, потому что там очень разные национальности девочек и довольно разные национальности вербовщиков, включая абсолютно там, европейских и там, славянских, и каких хочешь, назови. Людей, которые сидят и так работают. Они во Франции сидят, у них там центр, они сидят, психологи там. Откуда тема? Из материала это точно так же. Я прочла пьесу, совершенно от нее офигела, не думала про это никогда. Я знала историю Варвары Карауловой, но я так не то, что надо поставить спектакль на такую-то тему. Я редко У тебя не так бывает, да? Да. Потому что обычно у режиссера есть какая-то, как мне кажется. Обычно у режиссера, сказала я. Ладно. Обычно у человека, как мне кажется, если он режиссер, бывает тема, на которую ему хочется высказаться. Да. И тогда он под нее подбирает материал. У тебя по-другому? Так, наверное, бывает. У меня по-другому. У меня есть темы, на которые мне страшно хочется высказаться, и я на них бесконечно высказываюсь. Ну, типа, пишу, там, говорю и так далее. Такие как бы публицистические. То есть есть темы, на которые у меня есть ответ, я про них готова орать с любой табуретки. И вот там про тот же самый, не знаю, насилие, там, феминизм, все, что связано там как раз там с сиротами, приемными детьми и так далее. Есть темы, на которые у меня ответа нет, и про это я буду делать спектакль. Но запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ тебя привлекла именно пьеса или парадокс, вопрос, Меня привлекла проблема? именно пьеса, внутри которой был изначально этот парадокс. Это пьеса, в которой уже была попытка разобраться, почему это происходит с этими женщинами. Неплохо это или хорошо? Ну, конечно, это плохо вербовать женщину, возить их в ИГИЛ, надевать на них пояса верности, и потом они там да, вопрос в том, почему они почему-то же вербуются. Да, вопрос, почему они вербуются, вопрос, какое это отношение имеет к тебе, там, ко мне. Тебя вербовали когда-нибудь? Ну, то есть тебя, скорее всего, вербовали, если ты посмотришь фильтрованные, там какие-нибудь третья папка отфильтрованных, там, скорее всего, увидишь, что это там массовая рассылка, они всем рассылают. Вопрос, почему кто-то это открывает и отвечает, а кто-то не открывает, не отвечает, но идет в тоталитарную секту или попадает в какие-то страшные там отношения, эти зависимые, еще там типа какие-то. Где эта потребность, где этот голод, который женщина в итоге удовлетворяет так?
Вот в этом было интересно разбираться, потому что, слушай, ну это тебе не про маленьких грузинских девочек в деревне, понимаешь? Где Ну, ты именно пришел. поэтому и спросила. Да, ты пришел такой, что, тоже классно, люблю этот спектакль. А здесь у меня артистки до последнего говорили, я не понимаю, я все понимаю, но я не понимаю, почему должна это сочувствовать ей вообще, зачем бред, они же дуры, зачем они это делают? Поэтому стали появляться эти монологи. Монологов не было в пьесе. Мы их стали искать, сочинять собственный опыт, искать еще материалы, брать интервью. И вот прям влезать в эту шкуру, прям влезать. Я себе как жизнь представляла? Я думала, что мы как мирные жители будем жить в домике, в магазин ходить, кушать, воспитываться, я не знаю, развиваться. Я себе не представляла войны, какого-то ограничения, страх, какую-то резню, какие-то бомбежки. Все видео, которые ИГИЛ публикует, как там люди всем хорошо живут, помогают, как там все по шариату, это все рассчитано на людей, которые в России живут или живут в других городах, которые не живут в Сирии. Если вы думаете, что вы туда приедете и будете миллионы получать, то там такого нету, даже не надейтесь. Проблем с тем, чтобы поставить про это, у тебя не было? В каком-то смысле это же пропаганда? Нет, не было. Но мы, честно тебе сказать, очень, вообще старались на всякий случай. И моя ассистентка Амина, она, в общем, более чем верующая, соблюдающая мусульманка, она была на каждой репетиции. Она очень внимательно следила, чтобы это было точно. Сейчас они у нас, слушай, там они одну фразу говорят по-арабски, арабская пословица. А родителям моим передайте. Ты жиря-ряху гима, ля ты штихи асуфуму. Ветры всегда дуют не так, как хотят корабли. Это арабская пословица, меня Афинис научил. Преподаватель арабского языка учил их там час, как эту одну фразу говорить. У нас Амина это все носила муфтию, по-моему, носила это все имаму. Видео. Пьесу, материал и так далее. И у нас были мусульмане на спектаклях. Мы прям старались не потому, что я боюсь, что нам отрежут голову, хотя не хотелось бы, и это тоже. А потому что, правда, это не наша культура, мы про нее ничего не знаем, и нужно делать это корректно. Там был один эпизод, который Амина сказала, что это твое, конечно, дело, но тоже посоветовалась с кем-то из старших, с мамой, по-моему. И он сказал, что вы решайте сами, но это не очень корректно оставлять этот эпизод. Там был тоже абсолютно документальный, с какого-то сайта типа «спросиимама.ру». Такие советы имама на всякие житейские вопросы. Типа письмо ужасно смешное. Но это какой-то реально сидел, и там какой-то, правда, на тот момент отвечал то ли очень радикальный, то ли не очень умный человек. И он там отвечал им вещи, которые никто никогда... то есть этого нет, это не существует, это неправда, это не соответствует принятой практике нигде. Может, в каких-то совсем, я не знаю. Но это просто не так. Это частное мнение какого-то частного некомпетентного или неумного человека. А что там было? Слушай, много каких-то было там подробностей про развод, как развестись с мужем, что, в общем, что это вообще никак невозможно, развестись нельзя, если он пропал без вести, поищите его, если там не нашли, и значит, Значит, живите как есть. Живите как есть, да, еще в какой-то такой прям, смешной, нелепой форме это все было высказано, ужасно смешно. Ничего, мы отказались от этого просто потому, что там так устроено, что если мы говорим это, то мы переносим это на весь ислам, на всех, у них так. Это тоже неправильно. Это не то, что там какое-то оскорбление чувств верующих, просто нехорошо по отношению к человеку говорить про него неправду. Как питерской девчонке стало жить в Москве? Мне кажется, прекрасно. что это... Да ты что? Очень хорошо. Где ты не плачешь по этим вашим серым набережным и Зенцовому небу? Я стала как-то там нормально себя чувствовать лет через, не знаю, может быть, 8 после того, как я оттуда уехала, когда я стала приезжать москвичкой. То есть, нет, не в этом смысле, а в смысле, что уже... Слушай, когда я туда приезжаю и встречаюсь с друзьями, это половина друзей, с которыми я познакомилась, не там, а уже в Москве или где-то на лабораториях, мои там какие-то коллеги, там театральные, не театральные. То есть я уже приезжаю туда как бы извне. Мне очень там было плохо.
Не потому, что это ужасный город, потому что мне было плохо. Он не подходит мне. Там прям не подходит. Он очень такой, он ужасно консервативный, он очень как раз такой вот... консервативный, патриархат. Там есть одно всегда, вот что-то одно правильно, все остальное неправильно. Архитектура. Меня вообще не бесит в Москве вот эта архитектура, за исключением каких-то вообще уродств. Я, наоборот, говорю, как классно, как у вас здесь все, вот это вот винегрет, блин, прикольно. Оказывается, могут вообще разные дома, блин, стоять, ничего ни с чем не сочетается. Все бегают, кричат. Я не могла привыкнуть, что в Москве люди вот едут на эскалаторе и не смотрят друг на друга. Как в Питере. Люди едут вот так, и они так... Да. И вообще на улице никто не смотрит ни на кого. Я чувствовала себя прозрачной вначале. Мне очень нравилось. Я такой, коконя, никто меня... Я иду, никто не... У всех свои проблемы, у всех свои дела. Мне нормально в Москве. Мне нормально в Берлине. Я недолго была в Нью-Йорке. Мне нормально в Нью-Йорке. А в Риме мне не очень. Прости. Жаль, так хорошо у нас все с тобой начиналось. Я не могу. Вот город-музей. Питер такой город-музей. Он очень... Он такой, тебя все время, что ты там тут нам... Плюс у меня там много каких-то своих просто личных тяжелых вещей связанных. А может быть, просто ты выросла, и поэтому ты смогла вернуться в Питер уже победителем? Да я не победителем, я просто не боюсь. У меня страха стало меньше. Я хожу по каким-то местам, по которым я ходила так, присев. Вот я сейчас приезжала туда с детьми. Мы, во-первых, жили в гостинице. И мы жили в гостинице вот прямо рядом с театральной студией моей. И я как-то что-то, они там пошли спать, а я вот пошла прям пройтись. Мне, потому что я иду совершенно спокойно. Это уже, это какое-то воспоминание, но меня туда не втягивает. Я не становлюсь опять вот этой 15-летней девочкой, которая не становлюсь, просто я на нее смотрю, у меня было реальное ощущение, что я сейчас себя увижу из окна выглядывающей. Что бы ты себе, если бы себя увидела 15-летней, сказала? Вали отсюда. Пожалуйста. Ты можешь просто повернуться и уйти из многих ситуаций. Год психотерапии понадобился для того, чтобы стало понятно, что можно просто из каких-то ужасных, тяжелых, не знаю, неприятных ситуаций можно просто выйти, не драться, не доказывать, не превращаться в суслика, не плакать, не замирать, не орать. Просто повернуться, выйти и пойти куда-то, где норм. Какой самый страшный день в твоей жизни? Страшный? Да, вот в этой школьной травме, в той, которой травили, в той, которой было плохо. В школе? Слушай, я не помню, у меня они слились очень. Они слились в какой-то один бесконечный день. Я тебе не скажу, вот прям один день. Какой-то день в школьной раздевалке, такой типичный скорее день. Физра, это же вообще ужас. Ужас. Я была толстенькая, в очках, неспортивная, маленькая. И такая еврейская девочка. И физра – это само по себе ужасное унижение. А еще вот это в раздевалке ты стоишь, какие-то колготки какие-то натягиваешь. И вот когда эти девки начинают, ты мне пакет порвал, ты будешь мне платить, все. Мне недавно перестало сниться, что я, какая-то голая стою посреди школы. И тоже, когда мы перешли в старших классах в другую школу, нам в голову не приходило, что можно просто взять и перейти в другую школу. Пока наши подружки сказали, чего вы мучаетесь, идите к нам. И там было самое классное, что там всякое было, но в целом у меня что всем, в общем, на всех наплевать. Хочешь учись на золотую медаль, хочешь портвейн пей, хочешь единорогов рисуй. Учителя Ты говоришь «мы», потому что нужно пояснить, да, потому что у тебя есть сестра-близнец. Сестра-двойняшка, да. Двойняшка. Двойняшка и двойняшка, ты, значит, что вы не похожи. Не да? похожи. Вообще. Ни внешне, ни внутренне. Самые два не Сестру зовут Маша. Да. Ее травили в школе? Да. Но у меня очень плохая, правда, память. Куча вещей, которые мне кажутся какими-то фактами. Мне сестра говорит, нет, этого вообще не было, а это было не так. Я была уверена, например, все время, что я ее как-то страшно защищала, но, кажется, нет. Кажется, это мне так кажется. Да, ее травили тоже. Нас обеих травили, когда мы пошли в театральную студию, и у нас интерес туда сместился. Что это они какие-то не участвуют? Еще, две. Почему вы называетесь дочерью Сосо? Случайно, потому что нужно было... Кто такой Сосо? Сосо – это почтенный Сосо, отец наш
Сосо Павлиашвили. У нас независимый Да иди ты. Ну, за независимый театральный проект имени Сосо Павлиашвили. Чё, все, да, правда, честно. Чем тебе Павлиашвили ты не угодил? Чего не угодил, наоборот, мы его... Слушай, ну мы сделали, собственно, считалку, нас позвали играть на детский уикенд «Золотой маски», а мы как раз тогда, ну, по разным причинам, вот с Пашиным театром ПТТ там расстались, а никуда не приплыли, а нужно было как-то называться в афише. И они говорят, ну, давай напишем театральный проект Жени Беркович. Ну, это так омерзительно звучит. И я говорю, нет, пожалуйста. Почему омерзительно? Ну, потому что. Как тупо звучит. Мне не нравится. Так. Надо какое-то название. Я говорю, у тебя там, ну, типа, час придумай. А мы просто, когда эту считалку грузинскую репетировали, делали песни, ну, прикалывались, что, типа, сейчас мы наберем репертуарчик, будем по ресторанам их петь. И вот у нас был как раз там... У нас было «Вио Либидо». Но это было странно для детского уикенда. И какие-то дочери Сосо откуда-то там вот имени Сосо. Ну, на самом деле, они были просто дочери Сосо, ну да, типа там шутка ла-ла-ла Сосо Павлиашвили. Но потом, когда мы назвались дочери Сосо, и через некоторое, время оказалось, что Сосо – это кличка Сталина, а последнее, что мне хочется в жизни, это быть театром имени Сталина, ты понимаешь? Ну, про это уже мало кто, слава богу, помнит, но кто-то помнит. Поэтому теперь мы вот официально имени Сосо Павлиашвили. Ты занимаешься искусством ради чего? Мы уже поняли, что не ради того, чтобы деньги заработать. Это мы уже... Иногда я занимаюсь искусством ради того, чтобы деньги заработать, в том числе. Ну, не здесь. Ну, нет, не здесь. Здесь ты занимаешься искусством ради чего? Фиг знает, мне нравится. Ну, это хороший способ проводить часть своей жизни. У меня нет такого, что театр – это вся моя жизнь. Не вся моя жизнь. Это часть моей жизни, она мне приятна. Ну, мне нравится. Мне нравится придумывать. Мне больше нравится придумывать спектакль. Мне так лень их потом репетировать. То есть амбиций изменить мир у тебя нет? Да нет, у меня есть амбиции изменить мир. Просто, ну, мир же это не то, что какой-то вот какой-то мир монолитный. Ты там что-то тут пэк, мир весь изменился туда. Там пэк, мир изменился, упал вообще во грех и во зло. Ты ж не мир меняешь, каких-то конкретных маленьких, ну, каких-то отдельных Ну, идея людей. в том, что пришел человек, посмотрел твой спектакль, изменился и пошел, и больше не стал там что-то делать, или наоборот стал делать что-то другое. Ну, немножко, но то есть человек же состоит не только из этого опыта. Но если человек может, наверное, прийти на спектакль, посмотреть, выйти изменившимся, потом тут же через 3 метра столкнуться с чем-то, что его развернет вообще нахрен в обратную сторону. То есть человек вышел и такой там, блин, надо бабушке позвонить. Ну, какой-то спектакль. Мне вот больше чем достаточно. Человек выйдет с тем, что надо бабушке позвонить, ну, например, то часто это вообще не так работает. Ну, не буквально, типа, я принял какое-то там решение. Типа, ну, мы не знаем, как что меняет мир. Все на все влияет, мне кажется. Мне кажется, что то, что ты делаешь, это все-таки социальный театр. Я сейчас не очень понимаю грань. Ну... Она, возможно, очень условная, но мне кажется, что есть такой театр, который занимается собой театром, и он решает свои внутренние театральные проблемы. А есть другой театр, который стоит на передовой в отношениях между театром и обществом, и он отвечает на запросы общества, текущие, социальные, прямо сейчас, и пытается с ним разговаривать о том, что происходит прямо сейчас. И это то, что Пытаюсь вспомнить какой-нибудь пример страшно талантливого театра, который не пытается, который находится весь внутри своих околотеатральных проблем и решает только их. Пока не могу, пока не вспомнила. То есть ты считаешь, что любой талантливый спектакль, он связан с сегодняшним текущим моментом и уже не будет тогда звучать, звенеть в вечности? Ну да. Это же не вопрос, понимаешь, смотри, мне просто кажется, что нельзя пытаться решить, ну, в театре в данном случае, какие-то общечеловеческие проблемы, не обращаясь к конкретному живому человеку сейчас, сегодня. Ну, что такое общечеловеческие проблемы? Наверное, я не знаю, просто есть художники, которые умеют мыслить как бы какими-то глобальными, там, абстрактными категориями. Я не умею, не понимаю. Пока мне не покажут Васю, которому одиноко, я не понимаю, что такое проблема одиночества. «Гроза», проблема одиночества. Это не сегодняшний спектакль. Да сколько ты видела этих гроз? Они, кажется, всегда сегодняшние. Они всегда разные. Ну, вот именно, они всегда разные, но «Гроза» Могучего и «Гроза» Генриетты Яновской – это совершенно разные грозы, обращающиеся к совершенно разным. А тебе какая больше нравится? Я Могучего видела дважды и живьем, а Яновской видела кусками и на видео. Ужасно жалко мне, что... Я очень люблю «Грозу» Могучего, и
видимо, это был великий спектакль «Гроза Яновской», но я не могу это до конца понять. Они совершенно разные, там разный акцент, потому что они в разное время, они обращены к разным людям, к разному обществу и там чему угодно. «Гроза Яновской», насколько я понимаю из материалов, знаменита тем, что это был первый спектакль, первый важный спектакль, в котором Кабаниха не была чудовищем. А Катерина не была, значит, лучом света в темном царстве, вот уходит темное царство. И это какой? Это самый конец 80-х? Это связано это с временем и с тем, что происходило там вокруг на улице? Ну, конечно, связано. А мне кажется, нет, что это всегда связано с головой режиссера, что у него в голове. Ну, голова режиссера тоже ходит в пятерочку. Режиссер же не кладет ее дома, свою голову, пока он идет в МФЦ, забирает ребенка из садика, я не знаю, читать Твиттер или что он там делает. В 80-е заниматься. В 80-е занимались сексом, забирали детей из садика и ходили в гастроном стоять за рыбьими головами. Если у Яновской Кабаниха, не помню, простите меня, Гидра Этновна, 89-й, например, 88-й. По-моему, 88-й, 87-й, это вот 87-й «Собачье сердце», а «Гроза», наверное, 88-й. 88-й. Но если у нее вдруг на сцене появляется Кабаниха, которая вот это все делает, потому что рушится вокруг мир, где есть хоть какие-то правила, понятные, где есть это связано с тем, что происходит вокруг? Ну, конечно, это связано с тем, что происходит вокруг. Потому что здесь она не плохая, не хорошая, ей очень страшно, ей очень больно от того, что все как-то держалось. Была какая-то схема, какие-то дорожки, как-то все держалось, и все рассыпается и летит к чертовой матери куда. Ей плохо, ей страшно, она пытается это все держать, да, через там, насилием и чем угодно. Я больше по материалам спектакля. Ну, они в этом смысле все, в общем, сходятся. Ну, конечно, это связано. Гроза, там не гроза. Почему Гамлет? Другое дело, что материал, мне кажется, что в каждом материале есть какой-то потенциал. Он там не резиновый, но Гамлет резиновый. Гамлет резиновый. Вообще резиновый. Он потому и Гамлет, что он резиновый, и Ромео и Джульетта там резиновая, а какие-нибудь плоды просвещения, наверное, не очень резиновые. Нет, Чехов еще резиновый. Ну, Чехов довольно резиновый, но Чехов мы не знаем, он не так давно был. Да, буквально на днях. Буквально, да. Буквально на днях, да, Чехов. Если бы ты могла выбирать, кем бы ты родилась, мужчиной или женщиной? У меня так не работает мозг. Я уже родилась же, я не могу, правда. Чем на самом деле мужчины отличаются от женщин? Не знаю. Это рано очень еще, кроме набора хромосом, которые известно, что отличаются. Думаю, что сейчас это до конца невозможно исследовать, что ты имеешь в виду на самом деле. Ну вот мужчина и женщина, там, родившиеся в пробирке в сферические кони в вакууме, сейчас думаю, что практически ни в каком обществе, даже очень там северноевропейском, невозможно до конца исследовать, потому что, наверное, невозможно все еще отделить вот это на самом деле от среды, культуры, общественных установок, гендерной социализации и вот этого типа всего. Просто, Могла ли женщина стать президентом России? Да. Почему нет? Когда? Лет через 10, наверное. 12. Если бы ты стала президентом России, что бы ты сделала? Первые 3 твоих шага. Написала бы завещание, напилась и застрелилась. Первые 3 моих шага. И надо нормально отвечать, да? Ну, по-честному. Если бы я стала им, значит, я бы уже им хотела стать, правильно? Да? А ты не хочешь? Нет. Я же не могла бы им случайно стать. То есть, если бы я стала, значит, я бы, наверное, не стрелялась, а что-то делала. Я бы провела какую-то очень глобальную реформу образования, и детсадовского, и школьного. Я не буду долго тебе рассказывать, но да, я бы прям провела бы, прям ее бы. Я бы постаралась сделать Россию гораздо менее вот этой самой централизованной, да, правильно я говорю? Вот тут я не умею правильно. Чтобы вот эта вот вертикаль от Москвы и вот вниз. То есть ты бы децентрализировала Россию? Да, чтобы губернаторы избирались, чтобы всякие, как это называется,
Вернула бы свободу выбора людям. Ну, и понятно, да, вернула, естественно, свободу выбора, но это много в чем. Ну, в общем, короче говоря, чтобы у регионов больше было свободы, больше было выбора, больше было, там, если они какие-то там совсем бедные, дотационные, то скорее, мне кажется, я бы там вкладывала. Ну, если бы была президентом, меня бы такие вопросы заботили, понимаешь? А сейчас меня заботит, что я кроссовки не помыла, это все увидят. Ну, то есть, если там совсем бедные регионы, он же не станет за день богатым, но, наверное, нужно там потратить какие-то там дотации, давать на то, чтобы он мог быть более богатым, а не просто, типа, туда вкачивать. Это второе. А третье, я бы, безусловно, что-то сделала с социальной, вот с этим, 4-й сектор, да? 4-й сектор. Забыла. 2-я древнейшая или 4-й сектор, это все такое сложное. Да. Ну вот с благотворительностью, социальной помощью и так далее я бы старалась сделать... Ну сейчас какие-то есть, мне кажется, в эту сторону поползновения, ну то есть дать... вот НКО еще больше развиваться. Ну, никаких иностранных агентов, упаси Господи, это понятно, это даже не обсуждается, давать людям налоговые льготы, давать людям, каждому человеку гораздо больше возможностей участвовать самому, чувствовать, что я могу чего-то, это то, о чем Митя Олешковский бесконечно говорит. Просто я не считаю, что все люди очень плохие, потому что они сидят на печи, они никогда не пробовали, ну, что от них что-то зависит. Ну, вот что-то вот в этом роде. Ну, чтобы люди налоги тоже сами платили. Я же первая удавлюсь и застрелюсь, но я просто найму кого-нибудь, кто будет за меня делать. Это как в Америке. Ты сам ногами шел, действительно заполнял все эти декларации. Блин, да, это надо сделать. Милосердие или справедливость? Не понимаю, как одно может существовать без другого. Нет, милосердие и справедливость вообще не очень понимаю, как ты их отделяешь. Ну, правда, не понимаю, я прям готовилась. Свобода или стабильность? Ты Путин, что ли? Зачем ты задаешь этот вопрос? Это вопрос, который нам задали 20 лет назад и заставили людей выбирать. Нет этого выбора. Свобода без безопасности. Что такое стабильность? Вообще непонятно. Стабильность – это вот как сейчас. Где стабильность? Тебя закроют завтра, потому что я тут слово «Путин» тебе сказала. Где у тебя тут стабильность, не дай бог? Свобода без стабильности там, и без безопасности – это стихийное бедствие. Стабильность и безопасность без свободы – это тюрьма. Там очень все стабильно. Правда или безопасность? Не поняла вопрос. Этот вопрос, который меня очень волнует, действительно, потому что нам очень часто говорят, вам вот это не нужно знать для вашей безопасности. Да. Вот объем знаний, который у вас есть, вам хватит. Потому что если вы узнаете больше, или, например, представь себе, как есть такая легенда, что в 90-е архипелаг ГУЛАГ вышел миллионным тиражом. Угу. Это вроде как не легенда, а документальный факт, но мне почему-то кажется, что если бы действительно миллион людей в стране прочел бы архипелаг ГУЛАГ, то дела бы пошли иначе. Ну, как-то его выпустили, кто уж читал, не знаю. Но считается, что этот открывшийся ящик Пандоры в 90-е свернул людям голову настолько, что они выбрали поменьше знать, для того, чтобы поспокойнее себя чувствовать, быть в безопасности, ментальной хотя бы. Нет, правда, конечно. Но если ты так ставишь вопрос, конечно, понятно, что у всего есть, как и у предыдущих твоих вопросов, частные случаи. Есть вещи, которые там не надо говорить 5-летнему человеку, но обязательно надо 15-летнему. И не в любой... как сказать, хорошо бы, если человек через 2 дня умрет, или если ему осталась неделя, хорошо бы, конечно, ему об этом знать. Ну, уже там как... Он узнает об этом от врача, от родственников, там еще там, понимаешь, есть, а кто-то, может быть, и не надо. Ну вот, наверное, есть частная ситуация. Так, правда, конечно. Карьера или семья? Никогда не ставила перед этим выбором, не могу поэтому сказать. У тебя есть сейчас и семья, и карьера. Вот, у меня есть сейчас и семья, и карьера. Зачем мне выбирать? А как выбирать? Типа я села просто дома, у меня муж, он меня кормит, поет, я сижу и всем создаю уют. Не, ну слушай, есть... Или я железная лошадь и хренач с утра до ночи. Не, есть всегда обострение про выбор Софи, да? Выбери что-то одно. Если вот прям вот умереть, выбери одно, семья, конечно. Ну, я надеюсь, что так не будет просто, такого выбора.
Ну, если вот вообще одно, я умру, и я всю жизнь посвятила театру. Театр – все, что у меня есть, или там, неважно, что угодно, вот эта работа. Самое главное, я умру одна, и мое лицо съест мой голодный пудель. Или, да я нифига вообще не делаю, непонятно, кто, короче, кто, ну, кто-то, неважно. Любящая мать, бабушка. И это я лучше буду любящей матерью и бабушкой как-то. Согласна. Спасибо тебе. Спасибо. Поцелуйчик. Спасибо тебе, ты выдержала, ты все выдержала, ты молодец. Летят, бегают. Это да, вообще, это примерно самое безнадежное. Сейчас говорили. Может, не от старости? Специальная лопаточка. Ну а что ты не дала ребенку лопаточки? Сюда. Мам, мы же все? Спасибо. Расходимся. Спасибо, ребята, огромное. А ну хлопни, я тебе разрешаю. Извините. Так, тебе вызвать таксо?